Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Анильевич, Коал Индия вложит 8 миллиардов в угольный тест на угольных же разрезах. Компания уже получила одобрение на 4,7 гигаватт генерации. Сейчас обсуждает еще 2 гигаватта. Как в этот зеленый век Индия может себе позволить вкладываться в уголь, да еще в такие мощности, которые соперничают с атомными электростанциями? Ну, я думаю, что в Индии догадаются обдувать водородом этот уголь, и все будет в полном порядке. Если говорить серьезно, то давайте смотреть, что мы наблюдаем. Коал Индия – это государственная угольная компания. Нам на зависть у нас нет ни одной. Это крупнейшая угольная компания в Индии. И вот этот массив, мы теплоэлектростанции строим прямо на угольном разрезе, это прямая калька с плана Гайлро, который был основан на том, что все новые электростанции должны использовать местное сырье для того, чтобы не заниматься транспортировкой слева направо, справа налево. Любые расходы на логистику увеличивают себестоимость производимой электроэнергии, что не соответствует интересам государства, что молодой советской России, что Индийской республики. Ни нам тогда это не было надо, ни им в Индии сейчас. Мы идем по другому пути. Я напомню, вот самый такой блистательный пример – это ГРЭС в Нерюнгри, юг Якутии, угольная столица Якутии. Там и шахты, и разрезы, уголь добывается со всех сторон. На ГРЭС используется уголь, который доставляется из Кузбасса. Вот. Это отдельная радость для нашей федеральной антимонопольной службы. А то бы еще чего доброго, вместо того, чтобы конкурировать, покупали уголь за ближайшим за углом. А так у нас все хорошо. Все пределы, и РЖД нагрузку получают, и в Кузбассе сбыт увеличивается. Ну, а то, что усилиями РЖД уголь не увозится из Якутии, на что неоднократно жаловалась компания «Колмар», в том числе через губернатора Хабаровского края на ВЭФе во время сессии «Новая энергетика для Дальнего Востока». Но это уже мелочи, у нас все хорошо. Так что поведение Индии совершенно оправдано. Что касается зеленой повестки, то напомню, что Индия, в отличие от России и Китая, заявила о том, что к своей углеродной нейтральности она должна добраться к 2070 году, на 10 лет позже, чем мы. Это совершенно понятно, потому что дефицит электроэнергии колоссален. Неоднократно это наблюдали. Для нас это было бы на самом деле максимально удобно, если бы мы умели доставлять уголь в Индию, но по себестоимости мы с ними соревноваться из-за транспортных расходов просто не в силах. Может быть, что-то изменится, когда начнет работать международный транзитный коридор север-юг, но пока вот чего нет, того нет. Сказать, что уголь – это совсем плохо, им нельзя пользоваться, опять же, не получится никогда. Напомню, что себестоимость использования угля в энергетике разительно отличается для развивающихся стран от необходимых, от объема инвестиций в газовую генерацию. Если вы желаете использовать СПГ, у вас нет магистральных газопроводов, другого способа доставить природный газ у вас нет, только СПГ, это значит, что вам необходимо инвестировать в строительство регистрационного терминала, строительство трубопроводов, которые должны доставлять газ до ваших электростанций. Для того, чтобы справляться с пиковыми нагрузками, оптимально найти бы еще и возможность построить подземное хранилище газа. Это достаточно серьезные расходы, это достаточно серьезная технология. Здесь все не очень просто. Доставка угля балкером, который привезет 100 тысяч тонн и высыпет их в порту, дальше можно развозить автомобилями, тракторами, тачками и как угодно еще. Никаких новых технологий здесь не требуется. В силу этого говорить о том, что век угля закончился, можно, но только в том случае, если вы используете мозговой аппарат облегченного образца, что нам, собственно говоря, достаточно большое количество лет демонстрировала Грета Тунберг и весь пул журналистов, которые эту милую девушку изо всех сил поддерживали. На девушку не обижаемся,
там действительно проблема, а вот как там журналисты, которые ее поддерживали, это другой разговор. Ну, мне, не знаю уж, как всем остальным, достаточно симпатично то, что перестали чураться угольной генерации у нас в России. Связано ли это с приходом на пост министра энергетики нового человека, который в своей трудовой биографии достаточно тесно связан с угольными регионами. Это и работа главой Колмара на тот момент, когда строились угольные шахты в том самом Ниринге, про который я вспоминал, это руководство Кемеровской областью, нашим Кузбассом. Может быть, это какие-то другие планы. Я напомню, что у нас на глазах образуется новый лидер в угольной энергетике, государственная компания «Интеррао». Путь в уголь начался в Калининградской области в 2018 году, когда для того, чтобы гарантированно обеспечить электроэнергией Калининградской области, одновременно началось строительство сразу 4 электростанций, из них 3 газовые и 4 угольная, резервная. Строительство велось компанией «Интеррао», да, она наш государственный монополист по экспорту электроэнергии за рубеж, но вот такая работа была поручена, и «Интеррао Генерация», подразделение, совершенно успешно справилось. Мало того, по окончании этого строительства компания «Генеральный подрядчик», которая вела работу на условия EPC-контракта, была выкуплена компанией «Интеррао». Тогда немногие поняли, для чего это требуется, но «Интеррао» на этом не останавливалась. Если смотреть на угольную электростанцию в Калининградской области, то все основное оборудование было российским. Тогда еще вроде бы не так моден был тренд на импортозамещение, или, как сейчас стали говорить, на технологический суверенитет, но, тем не менее, котлы, Подольский машиностроительный завод, турбины парогазовые, паровые турбины, Уральский турбинный завод, УТЗ, генератор ЛСИП, Новосибирск. По состоянию на день сегодняшний, на сентябрь 2022 года, компания «Интеррао» является собственником как Уральского турбинного завода, так и завода «Элсип» Новосибирского. Машиностроительный завод в Подольске на месте, но договориться с ним достаточно просто. Уж такую продукцию, как угольные котлы, в Подольске делают охотно, с удовольствием и очень хорошего качества. Но дальнейшая экспансия в угольный бизнес, так скажем, в угольную электроэнергетику мы тоже наблюдаем в этом году. В мае по межправительственному соглашению «Интеррао» вошло в проекты на территории Казахстана, где строятся сразу 3 угольных электростанции силами нашей компании. 2 проектируются, одна из этих электростанций начала строиться прямо сегодня. Общая мощность 970 мегаватт, то есть почти гигаватт. Предварительная сметная стоимость в пересчете на доллары 2 миллиарда. То есть это и дополнительная загрузка для наших машиностроителей. В случае Казахстана безальтернативно будет использоваться уголь экибастузского разреза. Это уголь с зольностью 42%, и такие котлы производит только Подольский машиностроительный завод. Все патенты здесь, все технологии здесь. Следующий шаг – это только что в августе месяце прошедший конкурсный отбор мощности для новых объектов на юге Сибири. 4 объекта, из них 2 выиграла компания «Интеррао». Это еще 2 угольных энергоблока. И совсем уж недавно, только что закончился визит премьер-министра России Мишустина в город Ташкент. В составе делегации был и министр энергетики, который по окончании визита сообщил о том, что рассматривается проект угольный на территории Узбекистана. Опять же, в этом проекте, как сказал Сергей Савельев, заинтересована компания «Интеррао». Это добыча угля и строительство здесь же, на угольном разрезе, угольной электростанции. Запятая и переработка угля.
Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Почерк исключительно тот же, который мы видим в Индии. Наследство создателей плана ГЛРО живо, никуда не делось. На территории Узбекистана нет крупных угольных месторождений, но если электростанция строится прямо на разрезе или в минимальной удаленности от него, это снижение себестоимости, рост спроса на электроэнергию в Узбекистане нам на зависть от 5 до 7% в год. Напомню, что восстанавливается объединенная водно-энергетическая система Центральной Азии, а это значит, что поставки электроэнергии в зимний период в Киргизию, в Таджикистан – это вариант помощи самим себе для Узбекистана решением водных проблем. В Киргизии и в Таджикистане более 90% электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Если зимой дать возможность накапливать воду, то это значит, что все посевные работы пройдут успешно для тех республик, которые расположены ниже, не в горах. Равнинные республики, Казахстан и Узбекистан, Туркмения отдельно, при том количестве газа, которое у них имеется, там обстановка выглядит совершенно иначе. Выгодно всем. Ну и из тревожных моментов то, что господин Савельев заговорил еще и о глубокой переработке угля, то, о чем у нас в России говорится уже больше десятка лет, разговоров очень много, ни одного реализованного проекта как не было, так и нет. В том случае, если Интеррао займется такими проектами в Узбекистане, на мой взгляд, это означает, что мы немножечко подзадержались с пересмотром чудесного наследства Анатолия Борисовича Чубайсов, выдающегося нашего энергетика, который крайне успешно реформировал РАО ЕС Россия. Может быть, и нам есть резон задуматься о том, что надо что-то в консерватории поправить. Вот такие угольные размышления. При этом, если касаться Индии, то по завершении Восточного экономического форума в своем интервью издательству ТАСС наш новый министр энергетики говорил о том, что к рубежу 30-го года, к рубежу десятилетия, нашим основным покупателем угля перестанет быть Китай, станет Индия. То есть нам в любом случае Индия интересна со всех сторон. В Индии нет такого бурного развития солнечной ветряной генерации, как в Китае. В Индии население больше, чем в Китае, спрос на электроэнергию растет быстрее, то есть более чем интересный партнер во всех отношениях. И, кроме того, не стоит забывать о том, что Индия рвется и в лидеры металлургической отрасли, поставили себе целью обогнать по объему производства стали Китай. Путь у них достаточно долгий впереди, но 2 года назад, напомню, Индия попросила у России рассмотреть возможность дополнительных поставок коксующегося угля в объеме 44 миллиона тонн. Вот так они оценивали свой спрос, который они в Индии не очень хотят удовлетворять за счет поставок из Китая. В Китае месторождение коксующегося угля есть, но есть некая романтика в международных, в двусторонних отношениях Индии и Китая, поэтому Индия была бы рада получать необходимый объем угля из России. Но мы пока с этим не справляемся, но будем надеяться, что намечающееся завершение строительства Тихоокеанской железной дороги поможет и в этом вопросе. Борис Альевич, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, пока нас окончательно не заблокировали на YouTube, подписывайтесь от греха подальше на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты желающих финансово поддержать наш канал, проект в условиях данного перехода. Напоминаю, что после полного отключения монетизации со стороны YouTube единственный источник финансирования нашего проекта «Геоэнергетика Инфо» является спонсор.ру со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том случае, если ваша поддержка, уважаемые зрители и слушатели, прекратится и независимое существование проекта «Геоэнергетика Инфо».
Не забывайте об этом, подписывайтесь. Это недорого, не дороже чашки кофе, но позволит сохранять нам действительно независимость, оставаться вне поля зрения возможных спонсоров, которые наверняка будут пытаться навязывать нам свою политику. При вашей поддержке мы останемся действительно независимым информационным порталом. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.